Здравствуйте, меня зовут Сталик Ханкишиев. Сегодня мы поговорим о приготовлении мяса на живом огне, на гриле, на мангале и еще об одном способе, который, к сожалению, мало кто использует. Очень часто я сталкиваюсь с сомнением, будто бы стейк – это что-то первосортное, и будто бы шашлык – это нечто очень простое, второсортное блюдо. Давайте попробуем проверить, так это или не так. Сегодня я приготовлю пару стейков, немного шашлыка, ну и еще кое-что. Мясо я беру от одного и того же куска говядины, поэтому эксперимент получается абсолютно чистым. Вот эти два куска нарежем кусочками на шашлык под шампур. Кубики примерно одинакового размера, и что очень хорошо, каждый кусочек в меру жирненький. Эти два куска на стейк, дюжина этих лакомых кусочков на шашлык, а эти два куска на новый таинственный способ приготовления. Я ведь не знаю еще, как получится, хорошо ли или нет, мало ли чего. Может, никому не понравится. Но мясо на стейке я, Сталик Ханкишиев, солю заранее. Я хорошо знаю, как работает соль и мясо. И совершенно не беспокоюсь за то, будто бы соль вытянет из мяса все соки. Нет. Если это и произойдет, то за очень долгое время. Понадобится очень продолжительное время для того, чтобы соль вытянула хоть сколько-нибудь значимое количество влаги из мяса. Я проводил эксперименты. Я знаю. Что гораздо важнее для мяса, это прогреться. Прогреться до комнатной температуры. Сегодня на улице очень комфортная температура. Как раз комнатная. Плюс 20, плюс 22. Вот пусть и мясо прогреется до этой самой температуры. Плюс 20-22. Видите? И перчу я мясо тоже заранее, потому что знаю, что перец сгорит только после того, как сгорит мясо. А зачем же нам сжигать мясо? Поверхность мяса достаточно довести до температуры 152-153 градуса, когда происходит удивительная реакция Майера, в результате которой поверхность мяса покрывается красноватой, очень аппетитной и очень ароматной корочкой. При этом температура внутри кусочков мяса должна быть не более 52 градусов, если речь идет о говядине. Если речь идет о баранине, 64, максимум 68. И только если вы готовите свинину, либо курицу, то есть смысл прогреть до температуры 82-84 градуса. Впрочем, я знаю, что на Западе в очень хороших ресторанах сегодня и свинину готовят до температуры 60-62 градуса, когда они уверены, что мясо абсолютно чистое и свободно от паразитов. Ну а зачем, собственно говоря, готовить мясо с паразитами? Мясо изначально должно быть очень хорошего качества, иначе нет смысла готовить ни стейк, ни шашлык. Посолили, поперчили, пусть постоит, погреется. Может быть, минут 30-40. Этого времени как раз достаточно, чтобы заняться вот этими двумя кусочками. Знаете, вот этот способ приготовления я когда-то давным-давно нашел в интернете, где кто-то опубликовал рецепт приготовления мяса по-цыгански. Я сомневаюсь, что на самом деле цыгане готовят мясо именно так, но тем не менее я сейчас воспроизведу именно тот способ приготовления. Ну вот соль, вот перец, довольно обильно, вот сухие травы и горные цветы. Здесь чабрец, здесь я не знаю еще что. Мне из Азербайджана привезли, мне очень нравится добавлять их к мясу. Но в том рецепте было сказано взять сухие травы по вкусу. Вот я и беру по моему вкусу, а вы берите по своему. Немного красного, сладкого перца, паприки. Немного кориандра, немного зиры.
Одним словом, практически то, что я всегда добавляю к мясу, и то, что меня абсолютно не смущает. Примерно такую же смесь специй продавали старики на всех узбекских базарах. У одного было написано «для плова», у другого было написано «для шурпы», а к третьему подойдешь, скажешь: «Дедушка, а мне для шашлыка». И вот он собирает примерно такую же кучку, а дальше начинает добавлять всего по чуть-чуть. Это, говорит, для друзей, это для твоих детей, это для твоей жены. А любовница есть? Ну вот это для любовницы. Все смеялись, платили старичку рубль и шли готовить. Кто плов, кто шурпу, кто шашлык. И знаете, вот каждый считал, что именно его-то старик и продает те самые правильные специи, от которых что шашлык, что плов, что шурпа получаются замечательными. На самом деле они продавали то, что им надо было продать, то, чего у них было много. Но за этот рубль мы, молодые ребята, получали не только специи. Мы получали хорошее настроение, частичку доброты от этих людей и уверенность, что у нас сегодня все получится. У нас сегодня все получится. Посмотрите, что я делаю. Я беру кусок мяса и обваливаю его в специях. Ох, как красиво! Ох, ох, ах! Посмотрите, густо-густо, очень сильно обваливаем в специях. Чем больше специй налипнет на кусок мяса, тем лучше. Мне далеко до тех стариков. Мне далеко до их знания человеческой психологии. Но я бы тоже хотел вот через телеэкран, через мониторы ваших компьютеров донести до вас самое главное. Хорошее настроение, абсолютная уверенность, что все у нас получится, и еще немного кулинарных знаний. Это мясо тоже пусть погреется, а мы пока начинаем нанизывать шашлык на шампуры. Я не знаю, может быть, не все посмотрели нашу предыдущую передачу про шашлык, про люля-кебаб, в которой я говорил об основных принципах маринования мяса, об основных принципах приготовления этого, ну, вне всякого сомнения, великого блюда. Если же кто-то пропустил ту замечательную программу, остается только один выход. Вам надо подписаться на мой канал в YouTube и найти все программы о вкусной и здоровой пище, которые мы сняли в этом году. Пересмотрите их от начала до конца. Вы не потеряете времени, вы узнаете очень много нового, научитесь полезному. Ну вот, парочка шампуров. По одному шампуру на мужчину вполне достаточно. И по одному стейку на мужчину тоже вполне достаточно. Пусть лежат, дальше греются. Еще холодные. Давайте займемся мангалом. Как-то раз я рассказал о самом лучшем шашлыке, который я попробовал в одном из ресторанов Нью-Йорка. И упомянул о том, что этот шашлык был приготовлен при помощи готового покупного маринада. Мало кто задал вопрос, как жарили тот шашлык. Все спрашивали, что за маринад такой. Все думают, будто дело в маринаде. Нет, дорогие мои. Что такое шашлык? Шашлык – это мясо, приготовленное на углях. Поэтому два главных ингредиента в шашлыке – это мясо и это уголь. Все остальное – специи, приправы, маринады – это второстепенно. Поэтому, если вы всерьез хотите научиться готовить очень вкусный шашлык, смотрите, что я буду делать сейчас. А сейчас я жду, когда мясо прогреется. Оно все еще довольно холодное. Вот в этом отделении только что лежал уголь. Положу-ка я мясо сюда, и пусть постоит хотя бы минут 10. Прогреется, прежде чем попасть на горячий уголь. Вот сейчас я присяду к вам, и мы с вами поговорим. Сколько минут вы жарите шашлык? Как долго вы жарите шашлык? Посмотрите на эти кусочки. Это не маленькие кусочки. Можно было бы пожарить куски в 2-3 раза мельче. Но даже такие крупные куски на мангале жарятся 8, максимум 10 минут. Засекайте время. И думайте о том, что будет происходить. Сейчас мясо начнет нагреваться. И нам необходимо решить уравнение с двумя переменными. Во-первых,
достичь на поверхности мяса температуру 152-153 градуса, то есть чтобы мясо зарумянилось. А во-вторых, внутри куска мяса довести температуру всего лишь до 52 градусов. Навести корочку на мясе – ерунда. 2 минуты достаточно, и оно будет красное. Но как прогреть мясо внутри? Если мясо холодное, прямо из холодильника, имеет температуру, я не знаю, ну, может быть, 0 градусов, плюс 5 градусов, то ему греться довольно долго. За это время наружные слои мяса успевают пересохнуть. Я в первый раз переворачиваю кусочки мяса, и, пожалуйста, жир уже зазолотился, а мясо посерело. Если температура внутри кусочка мяса всего лишь 20 или 25 градусов, то оно нагреется, ну, считайте, в 2 раза быстрее. Соответственно, мясо в 2 раза меньше высохнет. И еще, чем ближе к углям, тем быстрее румянится мясо. Чем дальше от углей, тем оно медленнее румянится. Мясо жарится в инфракрасных лучах, которые исходят от угля, а вовсе не в горячих потоках воздуха. Вы же понимаете, что воздух, который исходит сейчас от углей, что здесь, что вот здесь имеет примерно равную температуру. И вот здесь руку можно держать сколько угодно. Она не нагреется. При такой температуре, таким горячим воздухом, ну вот можно волосы сушить, как феном, если бы они у меня были. А сейчас мясо жарится непосредственно в инфракрасных лучах. А пахалом я подгоняю кислород для того, чтобы уголь горел быстрее. Ну-ка, зарумянилось в 2 раза быстрее. Вот что значит опахало. Ну что же, жарим третью сторону. Мясо мне сегодня досталось удачное. Все покрытое жирком. И на каждом кусочке мяса есть по ломтику жира. Посмотрите, как я распорядился этим жиром. Один кусочек жира направлен в эту сторону, один в эту, один в ту. Так я сделал для того, чтобы слишком много жира одним разом не растаяло, не накапало в уголь и не вспыхнуло. Если уголь хороший, то вспыхнуть может только жир, который вытопился из мяса. Если его будет достаточно много и если температура в углях будет подходящая. Но сейчас жир в угле капает в умеренном количестве. И это именно жир сгорает без пламени, дымит. И именно этот дым пахнет шашлыком. Хороший уголь сам по себе не дымит. Вы видели, сколько этот уголь стоял на мангале. И хоть бы одна струйка дыма поднялась. А сейчас всего 2 шампура, но все соседи в нашем поселке уже знают. Это Сталик шашлык готовит. И еще раз перевернем. И теперь я хочу потрогать мясо пальцем. Да, оно уже практически готово. Чем дольше стоит мясо на мангале, тем жестче оно становится. Но сейчас температура на поверхности мяса уже довольно высокая. Я думаю, что даже на глубине 2-3 мм имеет температуру примерно 70 градусов. Куда денется это тепло, если мы отложим шашлык в сторону? Часть этого тепла, несомненно, уйдет в атмосферу. Но часть этого тепла проникнет вглубь. И этого тепла будет как раз достаточно, чтобы температура внутри куска мяса достигла желанных 52 градусов. Мы сейчас вернемся к шашлыку, а пока что пойдемте мясо на гриль положим. Некоторые смазывают маслом решетку гриля. Некоторые поступают хитрее, они смазывают маслом само мясо. Я не буду делать ни того, ни другого. У меня на каждом куске по хорошему слою жира. Я положу мясо на самый край гриля. Здесь меньше всего тепла. И, разумеется, жиром вниз. Пусть жир как следует прогреется, пропечется. Вы знаете, мясо готовится значительно быстрее, чем жир, чем сало. Накроем крышкой буквально на 2-3 минуты. Температура внутри кусочков мяса за эти 5-6 минут, я думаю, вполне выровнялась. И нам осталось только навести лоск на это мясо, чтобы мясо стало еще румянее, еще краснее, еще вкуснее. По минуточке, буквально по минуте с каждой стороны. Ага, зашкварчало. Переворачиваем. Вот оно, запузырилось. Сок из мяса пошел.
А перевернули, куда соку деваться, обратно в мясо. Все, шашлык готов. Но подавать его сразу нельзя. Кусочки крупные, начнут резать мясо, с него сок и побежит. Пусть полежит вот здесь, в теплом месте, чтобы температура внутри кусочков мяса распределилась, расправилась. Мясо внутри получится розовым, очень нежным и очень сочным. Накрываем крышечкой, чтобы не остыло. И за это время как раз успеем приготовить мясо третьим способом. Вот та квадратная сковорода, противень. Разогрета сейчас градусов, я думаю, до 250, до 300. Именно такая температура понадобится, чтобы приготовить мясо третьим способом. Кладем его прямо вот так, прямо со специями на сковородку. И посмотрите, что происходит. Я только положил мясо на противень, и оно моментально задымилось. Дым имеет точно такой же запах, как только что имел шашлык. Я вам могу сказать, что сковородка под кусочками мяса уже остыла. Но она горячая и здесь, и вот здесь. Вот сюда и положим. На новое место. Куски мяса следует вводить по всей плите, по всей сковороде. Вот так, собирая вытопившийся жир и переворачивая мясо довольно быстро. Вы понимаете, что сейчас происходит? Ведь эту сковороду точно так же можно было нагреть на обычной газовой плите. Да, разогреть как следует. И самое главное, не забрасывать ее мясом. Так, чтобы постоянно в одном месте жарится, а в другом месте сковорода греется. Я еще раз обмакиваю мясо в специи. Налипнут свежие? Хорошо. Мясо готовится по точно такому же принципу, как мы сейчас жарили шашлык, как мы сейчас будем жарить стейк. То есть с перерывом на отдых пожарили, убрали, пожарили, убрали. Но есть еще один секрет. Вот здесь у меня отличный бульон, очень вкусный. У кого нет бульона, и кто пьет вино, может взять вино. У кого нет ни бульона, ни вина, ну я не знаю. Возьмите что-нибудь вкусное, например, в подслащенную воду добавьте лимонный сок и обзаведитесь какой-нибудь крышечкой, вот такой легкой крышечкой. Посмотрите, что мы сейчас сделаем. Я возвращаю мясо на сковородку, оно моментально зашипело. Я беру бульон и обливаю мясо. И немедленно накрыли крышкой. И под крышкой сейчас мясо запарится. И под крышкой сейчас мясо будет готово спустя минуту. Перевернем разок. Соберем кусочками мяса весь соус. Переложим мясо на горячее место. И повторяем наш фокус. Обливаем. И накрываем. Я думаю, что это все. Я думаю, что этого вполне достаточно. Соус, который образовался вот здесь, очень вкусный. Собираем его на мясо и перекладываем мясо к шашлыку. Накрываем и пусть постоит. Подождет, пока стейки будут готовы. Все, что нам осталось сделать, это пожарить, а точнее навести корочку на хорошо прогретых стейках. Я их укладываю посередине решетки. Здесь она самая горячая. И жду буквально 2-3 минуты. Со стороны жира готово, с двух сторон готово. Осталось пожарить вот с этой, четвертой стороны. Я трогаю мясо щипцами и понимаю, что внутри оно уже достаточно плотное. Оба стейка отличным образом готовы. Убираем их к остальному мясу
И пусть полежат, пусть температура внутри кусочков распределится. Я по профессии не повар, я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, ну, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, ну, как бы очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чахчак. Ну, чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбуйтесь, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, значит, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Первым, если я не ошибаюсь, был готов шашлык. Вот с шашлыка и начнем. С шашлыка-то мы и снимем пробу. Впрочем, вот как здесь снять пробу? Телевидение не передает ни вкус, ни запах, разве что картинку. Ну, посмотрите, какая картинка внутри кусочка мяса, внутри кусочка шашлыка. Идеальная спелость. Я могу пожарить так, чтобы все мясо стало сплошь серым. Но после этого оно станет жестким, сухим, скучным и абсолютно невкусным. Хотите посмотреть на еще один кусочек? Так или не так? Ну и как же вышло мясо по-цыгански?
Хит моей кулинарной молодости. Сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Не уверен, откровенно скажу. Опыт нужно набрать. Это почти что well done. Вы знаете, что подействовало? Подействовал пар. Мы добавили бульончику, мы накрыли крышкой, и пар очень быстро прогрел мясо. Ну-ка, отведаю кусочек. Это просто чудо. Это чудесный способ для тех, кто любит полностью приготовленное мясо. Полностью приготовленное мясо должно выглядеть именно так и не иначе. Посмотрите еще раз. Перекладываю мясо на блюдо. Освобождаю место для стейков. Ох, я представляю себе, как сейчас волнуются стейкоманы. Что там получилось у Сталика? Ну, посмотрим. Этот кусок несколько потоньше. И я прогнозирую, что приготовлен он вполне себе медиум. Ну, нарежем. Ближе к велдану. Уж больно мясо хорошее. Оно даже и в таком состоянии довольно мягкое, довольно пластичное. А второй кусок существенно потолще. И я надеюсь, что хотя бы этот внутри будет достаточно розовым и сочным. Не могу удержаться. Хочу попробовать кусочек. Послушайте, добрые, умные, грамотные, изобретательные люди, зрители канала РЕН-ТВ, я прошу вас, ну придумайте что-нибудь, придумайте способ, как мне словами описывать мягкость, сочность, вкус и аромат мяса. Но нет такого способа. Мы можем показать мясо только на картинке. И мне остается только попросить вас, пожалуйста, готовьте вместе с нами. Пожалуйста, пусть у вас будет такое же хорошее настроение, как у меня. И, пожалуйста, будьте здоровы. И, конечно же, приятного вам аппетита!